Из чего я вяжу данный жилет? Это вот такая вот нитка. Цвет, к сожалению, не передается, но она более коричневая. Состоит эта ниточка из двух ниток мохера, кид-мохера, таких тоненьких. И еще две ниточки меринос, вискоза и металлик. Металлик это люрекс. Очень легкий, ненавязчивый, ну, скажем так, не новогодняя елка, а просто передает какой-то вот ну, немножечко блеска, скажем так. Значит, состав я сказала, в нитке 700 метров на 100 грамм в данной ниточке. И что еще? И начинаем приступать к вывязыванию данного жилета. Берем укороченные спицы. Я на укороченных буду вязать. Спицы номер 4,5. Отмеряем необходимый нам хвостик, длину нити для набора. И набираем самым обычным способом 101 петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, набрала я 101 петлю. Теперь мы с вами подтягиваем наши петельки и приступаем к вывязыванию. Первую петлю мы снимаем, следующую петлю мы вяжем изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая. Первый ряд он всегда вяжется достаточно туго, но это вас не должно останавливать. Лицевая, следующая изнаночная. Итак, вяжите обычную резинку 1 на 1 до конца ряда, и таких рядочков вам нужно провязать 5 рядочков резинки 1 на 1. Провязала я 5 рядочков резиночки 1 на 1 и приступаем к вывязыванию узора. Первую петелечку мы снимаем, вторая петля у нас идет лицевая. Лицевую петлю, как в лицевом ряду, во всех рядах, так и в изнаночном ряду, мы вяжем всегда одинаково в этом узоре. Это мы провязываем не за петлю, которая на спице, а ниже. Спускаемся ниже и провязываем. Изнаночную вяжем, как и вязали. Теперь у нас снова лицевая. Спускаемся ниже и провязываем. Не затягиваем, делаем такую достаточно свободную вязку и вяжем изнаночную. И снова у нас лицевая. Заводим на петлю ниже, не та, которая на спице, а ниже, и провязываем. И изнаночная обычным способом. И еще раз покажу вам лицевую вяжем вот так. Изнаночная обычным способом. Так, еще раз. Вот лицевая петля, и мы провязываем ее на петлю ниже. Я думаю, что понятно. Вот таким вот способом вы вяжете все лицевые петли, как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Как видите, лицевую петлю вяжете точно так же. Вывязываете на ту высоту, которая вам необходима. У меня же это будет приблизительно 58-60 рядов. Вы же замеряете, смотрите, где вы, какой длины вы желаете жилет. Я как точно провяжу, скажу вам, сколько рядов я провязала.
Дальше вы вяжете самостоятельно. Итак, провязала я резинку пышную 60 рядов. И теперь перехожу к вывязыванию проймы. Обязательно повесьте маркер, пожалуйста, для того, чтобы вы знали, где у вас провязанная вот эта часть, отделяющая уже пройму от низа изделия. Для чего? Для того, чтобы потом вам было легче сшивать. Итак, первую петелечку мы снимаем. Вторую петлю мы провязываем лицевой. Также продолжаем вязать узор. И делаем вот такой вот накид. Вот. Воздушную петелечку. И продолжаем вязать по узору. Итак, довязали практически до конца ряда. Осталось у вас 2 петли на спице. И делаете в обратную сторону вот такую воздушную петелечку. Вот накид. И провязываете 2 оставшиеся ваши петли. Все, провязали. После этого разворачиваете ваше вязание и вяжете по узору, но уже вот эти петли, которые сделали накид, вписываете в узор. Каким образом? Вот петля накид, после нее идет изнаночная, значит вы ее провязываете лицевой, независимо от того, какая петля у вас перед ней, для того, чтобы у вас потом красиво шла изнаночная, лицевая, и дальше какие вы будете накиды делать, точно так же вписываете в узор. Также и в конце. Обязательно смотрите, чтобы у вас от середины к краям шло продолжение узора. Еще такой момент, такие прибавки я буду делать в каждом 5-м ряду. С одной стороны и с другой стороны вязания по 2 петли получается, да, с одной стороны одна, с другой стороны другая, в каждом 5-м ряду. И пройму я буду провязывать 58 рядов. Вот 58 рядов провязывайте и в каждом 5-м делаете прибавочки в начале и конце ряда. Так, значит, смотрите, закончила я провязывать уже вот эту вот часть, да, нашу пройму. А здесь я делала увеличение, как я уже говорила, по 10 петель прибавки с каждой стороны, и получается в каждом 5-м ряду. Вот я провязала 5 рядов, в 5-м ряду я сделала прибавку с одной стороны и с другой стороны. Провязала еще там 5 рядов, сделала прибавки. Итого у меня получилось здесь 10 прибавок. Для спинки вы вяжете 58 рядов, я провязала, и потом делаете, развешиваете маркеры. А для переда я буду показывать, как делать по переду, а по спинке я дам просто цифры. Все то же самое, разница будет только в количестве рядов немножечко и в вот этих вот углублениях, в количестве петель углублений, здесь и здесь. Значит, по переду я развесила маркеры следующим образом. 10 петель плюс кромочная, маркер, 10 петель, маркер, 10 петель, маркер, 10 петель, маркер. Аналогично с другой стороны. По горловине я развесила 2 петли, 2 петли, 3, 3, 3. С другой стороны 2 петли, 2 петли, 3, 3, 3. И центральные петли остаются для закрытия. Я закрывать не буду, а просто буду переснимать. Почему? Потому что потом дальше мне будет легче провязывать так, продолжать вязать горловину. Провязали вот эту часть. Сейчас перед у меня 57 ряд. Да, с момента вот как мы провязали, начали вывязывать пройму, вот провязала 57 рядов. Вернее 56, я сейчас на 57 ряду. Буду я ввязывать укороченными рядами. Вот развесила я маркеры. Показать как бы полностью не получится, да. Вот центральная часть. И пошли дальше. Сейчас нужно будет провязать нам до вот этой вот части петель. Вот наша горловина. Вот наши плечи. До вот этой центральной части. Именно вот этого маркера.
вот этого. Буду провязывать отсюда и вот так. По узору. Узор не меняется на протяжении всего вязания. Прибавки, я уже говорила, я делала из воздушных петель. Не из протяжек, а именно из воздушных петель. Итак, довязала я до центральной части вот этих петель, до маркера. Снимаю маркер, убираю его в сторону, он мне больше не нужен. Разворачиваю наше вязание. Сейчас я вяжу, как я уже говорила, 57 ряд. Снимаю петелечку и вот так ее разворачиваю. И продолжаю в обратную сторону вязать по узору. И это у нас уже 58 ряд. Вяжем до конца. Итак, довязываем до конца ряда. Разворачиваем наше вязание. И теперь наша задача довязать до следующего маркера. Вот центральный мы уже сделали, вот следующий. Центральный мы сняли, да, который центр наш выделяет. И мы должны вот этот, до этого уже довязать. Довязываем до следующего маркера, который идет у нас по горловине. Вот, довязали, снимаем маркер. Он нам уже не нужен будет. Мы, смотрите, оставим только маркеры, которые обозначают конец начала плеча. Вот этот. Те, которые маркеры идут у нас по горловине и по плечу, мы уберем. Оставляем, получается, только вот этот маркер. Вот, который идет у нас здесь. Вот здесь. Так, снова разворачиваем наше вязание. Снимаем петелечку. И проворачиваем ее. Вот так. И дальше вяжем по узору. Только в этот раз, смотрите, мы не довяжем 10 петель и 1 кромочную по плечу. Вот здесь вот мы остановимся. Вот наше плечо. Здесь мы остановимся. Таким образом мы будем формировать скос плеча. В этой части мы формируем углубление горловины, а в этой части будем формировать скос плеча. Давайте этот ряд я покажу полностью. В общем, с этого ряда вы начинаете уже формировать скос плеча, не только углубление горловины, но и скос плеча. Я сейчас в этом ряду вам покажу петли, да, и дальше я вам покажу, попробую на схеме объяснить, если вдруг непонятно вязание, потому что изделие очень, скажем так, большое, да, и может быть где-то в какой-то момент непонятно так, кому-то понятно по петельно, а кому-то по схеме. Если слишком долго, поставьте немножечко на ускоренную запись, перемотку вернее. Вот. Просто хочу, чтобы вы понимали принцип. Так, смотрите, довязали мы до вот этих вот крайних 10 петель плюс 1 кромочная.
на плече и снимаем маркер. Теперь эти петли мы не довязываем, а разворачиваем точно так же, как мы разворачивали на горловине. Вот и смотрим, какая у нас петля тут изнаночная. И вот таким вот способом проворачиваем наши петли. И дальше вяжем по нашему узору до следующего маркера на горловине. Значит, давайте я сейчас объясню, попробую на схеме, как лучше это делать. Значит, вот есть у нас горловина. Вот. Для того, чтобы сделать вот такое вот углубление, нам нужно провязать укороченные ряды. Вот в моем случае это 39 петель, да, на горловине. Я оставила центральные петли, сколько останется из 39, и по краям сделала следующее: 2 петли, 2 петли, 3 петли, 3 петли, 3 петли. С этой стороны та же ситуация: 2 петли, 2 петли, 3 петли, 3 петли, 3 петли. Все, что осталось 39 за вычетом этих петель, у меня ушло по центру. Значит, в первом ряду, после того, как мы уже вывязали нашу пройму, да, сделали все необходимые прибавки в каждом пятом ряду в моем случае, здесь мы повесили маркер, который будет разделять горловину и плечо. И маркеры на плече я развесила следующим образом: 10 петель, 10 петель, 10 петель и 10 петель, плюс 1 кромочная. Здесь точно так же, все то же самое. Сразу мы будем с вами работать с одной стороной, укороченные ряды провязывать. Потом, когда мы здесь уже все провяжем, все маркеры уберем, оставим только вот этот маркер, который будет показывать нам начало-конец горловины, перейдем вывязывать эту сторону. Точно так же укороченными рядами. И точно так же оставим только этот маркер. Значит, после того, как я убрала первый маркер, второй маркер, через 2 ряда, даже 4, да, условно, потому что мы туда-обратно вяжем, я начала сокращать, вернее, как, не довязывать петли на плече, провязывать укороченными рядами и плечо тоже, для того, чтобы был вот такой вот сформирован скос, чтобы плечо не прямо шло вот так, а именно скос. Я надеюсь, понятно. Значит, это такие цифры у меня по переду. Что же касаемо спинки, там цифры немножко другие. Значит, здесь я провязала 56 рядов проймы, и только потом я приступила к формированию сначала горловины, и только потом скоса плеча. То в спинке немножко по-другому, да, вот нарисуем мы нашу спинку, да, условно говоря. В спинке следующим образом: 39 петель тоже здесь, плечо точно так же 10, 10, 10, 10 плюс 1, но вот здесь немножко по-другому: 5, 5 и 3. И с этой стороны 5, 5, 3 и остаток петель, да, которые 39, от 39. Вот здесь вы, получается, начинаете укороченные ряды вывязывать уже с 59 ряда. Провязываете горловину, углубление вместе со скосами плеча. Вместе. Там уже будете смотреть, как вам более удобно. Вот, собственно, все, что я хотела по этому поводу показать. Провязываете спинку и перед до определенного момента, именно где вы будете уже формировать углубление горловины и скос плеча, одинаково абсолютно. И вот здесь вот такая вот небольшая разница между передом и спинкой. Вы же можете, допустим, сделать абсолютно одинаково. Я думаю, тоже будет хорошо. Ну, мне вот захотелось такой разницы, поэтому вы можете сделать глубже,
да, глубже. Значит, допустим, начнете делать углубление не с 57 там ряда, а там с 55, с 54. Можете сделать V-образно. Как говорится, хозяин барин, сами выбираете, что для вас больше. Я же делюсь тем, что делаю я в данном жилете. После того, как вы провяжете одну сторону, вы берете нитку, прикрепляете и провязываете уже вторую сторону точно так же. Когда вы это все сделаете, не закроете, скажем так, а провяжете укороченные ряды полностью, все маркеры у вас уберутся, кроме которые на плечах. Почему оставить их лучше? Вам будет легче потом при сшитии полотна соединить спинку спереда. Я всегда оставляю, мне так проще. Вы же смотрите сами. После этого вы провяжете один ряд полностью, все петли. Один ряд, как по переду, так и по спинке. И только после этого, когда полностью мы провяжем вот весь ряд, для того, чтобы сгладить красиво все вот эти стороны, где вот у нас будут укороченные ряды, да, провернутые вот эти петли немецким способом. Я его знаю как немецкий, может кто-то по-другому. Тут дело такое. Вот, чтобы мы потом вот красивенько вот этот весь край, скажем так, вот как сгладили все полностью это вязание, да, как по переду, так и по спинке, мы приступим к сшиванию наших плечей, ну, скажем так, к собиранию деталей. Как собирать, я вот это все провяжу, закончу и обязательно включусь, покажу вам. После того, как мы с вами вывязали углубление по спинке и по переду, это значит нашу горловину, вывязали скос плеча, приступаем к сшиванию изделия, ну, соединение деталей, да. Повернули детали лицом к лицу, вот, и берем спицы, вот петли одну переда и петли спинки, берем еще одну спицу, обычную носочную я беру, и начинаем переснимать петли следующим образом. Берем петелечку с одной детали и петелечку с другой детали. И снова петельку с одной детали и петельку с другой детали. Итак, переснимаем все петли плеча, переда и спинки на одну спицу. Итак, пересняла я с двух деталей петли плеча на одну спицу. И вот, собственно, видите, для чего мне были нужны маркеры на плечах. Чтобы я не считала, вот просто дособирала, петли пересняла и остановилась. Сняла маркеры. Подтянуть нужно будет эти спицы, чтобы они у вас не упали, которые держат петли горловины по переду и по спинке, чтобы вы их не потеряли. И берете следующую спицу и начинаете закрывать ваши петли следующим образом. Вы же можете это делать там по методу 3 спиц. Я же показываю, как делаю я сейчас именно в данном изделии. Будем провязывать. Берем 2 петли первые на правую спицу, заводим правую спицу и провязываем лицевой. Следующие 2 петли, смотрите, чтобы они у вас были правильно, красиво повернуты. Если нужно, разверните и провязываем. Потом через первую пропускаем вторую. И снова 2 петли провязываем вместе и через первую пропускаем следующую. Снова провязываем 2 петли вместе и таким методом закрываете, сшивая петли вашего плеча. Закончила я сшивать плечи. Сшили одно плечо, сшили второе. Так шов будет смотреться с внутренней стороны,
а вот так вот он будет смотреться с лицевой стороны. После того, как вы сошьете плечи, соберите петли горловины все на круговые короткие спицы и приступайте к вывязыванию. Если где-то вы видите, что проблешины есть, добираете здесь петли для того, чтобы сформировать красивую круглую горловину без лишних, скажем так, дырок. И вяжете резиночкой 1 на 1 на ту высоту, которая вам нужна. Закрывайте следующим образом. Я буду показывать не на горловине, а на рукаве как. Когда я провяжу горловину, провяжу рукав, я покажу, как закрывать и горловину, и рукав. Они будут по одному способу закрываться. Сейчас я покажу, как сшивать наши изделия. Боковые швы. Значит, смотрите, чтобы обязательно лицевая сторона вашего переда и спиночки были вовнутрь, сложены друг к другу. А по изнаночной стороне вы будете сшивать. Приложите, пожалуйста, эти стороны. У вас, возможно, остался конец ниточки от изделия. Если нет, значит, берете клубочек или моточек и снова, как говорится, присоединяйте нитку. Сначала нужно закрепить нашу ниточку. Вот так. А теперь смотрим. У нас здесь косичка идет на спиночке и по переду, да, по боковому шву. Заводим крючок в первую косичку, во вторую косичку. Цепляем ниточку и протягиваем через обе косички. Следующая. Вот у нас снова косичка. Следующая косичка. Заводим, протягиваем через эти две косички и протягиваем через петелечку, которая была на крючке. Дальше смотрим следующая. Вот наша косичка. Заводим крючок во вторую косичку, цепляем ниточку к крючку, проводим через косички и через петелечку, которая на крючке. И таким вот способом мы сшиваем боковые швы нашего изделия. Получается очень аккуратно и красиво. В общем, дальше самостоятельно, а я же вам покажу сейчас результат, что получилось. Я уже один боковой шов сделала. Вот это у меня получилось по изнаночке наш шовчик и по лицевой стороне. Вот он, шов. После того, как я сошью боковые швы, я покажу, как вывязывать наши проймы, да, вот именно как имитация рукава, так плечо спущенное, получается как рукавчик. Я покажу, как это делается. Точно по такому же принципу вывязывалась и горловинка нашего изделия. Абсолютно одинаково, с единственной разницей, что здесь у нас на горловине уже были петли, да, на спицах, а здесь нам нужно будет их поднять из проймы. Итак, после того, как сшили мы боковой шов, у нас осталось вот здесь по центру петелечка, если вы сшивали от мотка. Значит, смотрите, вы эту петелечку не закрепляете, а уже от нее начинаете набирать петли по пройме. Вот наша пройма. Обязательно после того, как сшили шов, наши два изделия, да, обязательно переверните изделие на лицевую сторону и набирайте петли по пройме по лицевой стороне, вот за вот такую вот косичку. Вот крайняя косичка у нас, и вы вот так поднимаете таким образом петли. У меня по пройме я подняла петли в количестве 76. Итак, набрала я 76 петель, и после этого, не меняя спиц, также продолжаем на спицах номер 4,5 вязать резинку 1 на 1 по кругу. Повесили маркер, который обозначает у нас начало-конец ряда, и вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Итак, продолжаем вязать мы по кругу резинку 1 на 1 7 рядов.
спицами номер 4,5. Провязала я резинку 1,1 7 рядочков, и теперь будем закрывать следующим образом. Значит, смотрите, закрытие будет в 3 ряда. Первый ряд мы лицевую снимаем, оставляем нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, оставляем нить за работой, а изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, оставляем нить за работой, а изнаночную провязываем. И так вяжем до конца ряда. Так, вяжем второй ряд, закрытие. Второй ряд идет так следующий. Лицевую мы провязываем, а изнаночную снимаем и оставляем нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. После того, как провязали второй ряд, отмеряете нитку. Вот я уже начала закрывать петли. Вот, значит, отмеряете нитку примерно так, чтобы у вас было 4 длины петель, да, вот так. Ну, я колечком вот так беру. 1, 2, 3, 4. 3,5, 4. Ну, лучше больше, чем потом ее привязывать, правильно? Заселяете в иголку с большим ушком и начинаем закрывать петли. Значит, смотрите, лицевые петли у вас должны быть повернуты правой стеночкой сверху, а изнаночные правая стеночка за спицей. Видите, лицевая вот сверху, правая стеночка петли, а изнаночная вот. Проверьте обязательно, чтобы у вас были именно так расположены петли, и начинаем закрывать наш край. Значит, лицевая петля, заводим иглу вот так вот изнутри. Сейчас, извините, штатив дернулся. Изнутри и снимаем ее со спицы. Пропускаем изнаночную, не трогаем, и просовываем иглу в следующую лицевую петлю. Протягиваем нить. Закрыли. Изнаночную заводим вот так иглу, снимаем петлю, пропускаем лицевую и заводим в следующую изнаночную иглу. Протягиваем нить. Следующая петля лицевая. Снимаем со спицы, пропускаем изнаночную и заводим в лицевую. Изнаночная петля. Заводим иглу, снимаем со спицы, пропускаем лицевую и заводим изнаночную. Протягиваем. И давайте я еще раз покажу. Лицевую снимаем, пропускаем изнаночную и заводим в следующую лицевую. Вот так. Изнаночную заводим вот так иголочку, снимаем со спицы, пропускаем лицевую и заводим следующую изнаночную. Протягиваем. Собственно, вот так мы и закрываем до самого конца. Вот такой у нас получается край, очень аккуратный. Также мы закрываем и горловину, точно по этому же методу. Ну, а я же буду на этом заканчивать. Мне осталось постирать изделие. В начале видео я вам, естественно, показала уже результат постиранного изделия на себе, как оно смотрится. И желаю же вам удачи в вывязывании жилетов.
Вы можете его разбавить пайетками, люрексовой нитки, связать из ангоры, связать из мериноса, абсолютно из любой пряжи. Главное, чтобы очень удачно подобрать размер спиц и метраж пряжи, чтобы смотрелась хорошо эта вязка. И вы его можете комбинировать абсолютно под все. Под рубашку, просто носить под маечку. Кто более смелый, можно и под бюстик носить. В общем, вариант абсолютно любой. Комбинируйте с юбкой, с джинсами, с брюками, шортами. Все зависит от пряжи. Если это будет летняя, значит, можно и с шортами. Ну, я же желаю вам удачи в вывязывании данного изделия и творческого вдохновения. Всем хорошего настроения. С вами была Ольга Горобец. Кому было видео полезно, поставьте лайки и присоединяйтесь, подписывайтесь. Буду дальше вас радовать своими изделиями.